Друзья, приветствую вас, с вами Сэр Холмс, продолжаю проходить Morrowind, Tamriel Rebuild. Нахожусь я в наиболее новых, так сказать, локациях, которые были добавлены с последним патчем. Аритрин, кажется, они называются. Сложное название. К тому же еще местные на тему его говорить не хотят. Но вы поняли, в общем. Вот, нахожусь я в деревушке. Это получается самая западная деревушка, самый западный населенный пункт на континентальном Моровинде в основной версии мода. Проработанной, то бишь. Возможно, кто-то тут мне что-нибудь еще скажет. Нет, тут ничего нового. Тут ничего нового. Про Дагатура можно спросить, но неинтересно. Вот, вообще у меня цель прийти сюда, плантация Аран, и в этом районе искать пропавшего ученика, ученицу гильдии магов Старого Эбенгарда, потом вернуться туда. Вот, но перед этим я бы хотел зайти в особняк, возможно, какое-нибудь поручение тут есть у... Как управляющего. Интересная архитектура, конечно. Ну, видимо, так и задумано. Что по книгам? Дом проблем. Покупающая игра. Желтая книга. Кухня. Так, где тут у вас глава семейства? Прекрасно, конечно, виды открываются. Вот старый Эбенгард. Там он Вивек. Вот, эта дама жаловалась, что я загораживаю обзор. Ей стоило бы сюда залезть. Тут обзор еще лучше. Угу, вот здесь у нас. You may speak. Эйпс. Ты заинтересован в операции под прикрытием? Не говори об этом так громко. Секретность. Это то, что делает это все дело интересным, видимо, это имеет в виду. Это, конечно, факт того, что ты чужестранец. Вкусный выбор, действительно. Я действительно начинаю чувствовать, что скучность этого месяца испаряется. А что за скукота-то у вас тут? Ты когда-нибудь был раньше в Голмоке? Поедание рыбы — это все, что можно сделать здесь. Но я не жалуюсь. Рыбацкое дело изменило меня из голодающего контрабандиста в богатого Хлалу. Просто порой становится очень скучно. И в последнее время я ловлю себя на том, что пью все больше флина, чем я должен. И провожу свои ночи вот, упирая свой взгляд на другой берег реки. На залитые лунным светом речные берега. Мечтая о каком-нибудь хорошем пранке, розыгрыше, чтобы разыграть напыщенных индарильцев. Ну да, там на другом берегу индарил. Ну что за пранк? Да, очень такой старомодный пранк. Вот почему ты здесь. Ты что-то еще ожидаешь?
Да, ты меня заинтересовал. Что у тебя на уме? Я слышал интересную историю от путешественника. Гетман Хуула, Ванис Нитри. Похоже, обладает каким-то нездоровым страхом ко всему, что относится к крабам. И его жену зовут Даваме Нитри. Иди в Хул и дай ей скрибовый пирог для него. Сквирми. Да, я с ним уже беседовал, с этим Гетманом. Он мне дал задание, кстати, которое я тоже намереваюсь выполнить пока вот в этом путешествии. И проходя мимо Хула, то есть он как раз по пути мне будет этот квест сдать. И вот заодно можно еще тут разыграть парня. Ну, парня. Дядю. Squirmy Script Pie. Значит, Squirmy я не знаю, но какой-то, видимо. Ты настоящий чужестранец, не так ли? Squirmy Pie? Пирог. Это блюдо, которое запекается с яйцами грязевого краба внутри. Это старая рыбацкая шутка. Яйцам нужно тепло, чтобы, видимо, расколоться. Неважно, от солнца или от слегка нагретой печи. Ну, как бы то ни было, они не вылупятся, прежде чем их мать не раскопает их. Она или неудачливый мер с вилкой, если ты понимаешь, о чем я. Ну, я понял, да? И вы, наверное. То есть пирог нагрелся, крабики готовы вылупиться. Вот, но этого не произойдет, пока яйцо не раскопается. Неважно, что оно находится в песке или в пироге. Тебе понадобятся яйца и еще не выпеченный скрибовый пирог, чтобы завершить задание, конечно же. Кого попросить выпечь их для меня? Просто попроси любого в Хуле, действительно. Возможно, владелец таверны, там, трактирщик, то есть гостиницы, поможет тебе найти какой-нибудь. Так, про Ваниса. Что, может, еще он мне скажет? На первый взгляд он казался очередным, что-то инсипид. Не знаю, что такое. Старым мером, который живет под дралером, под ботинком дралера Илви. Но он проявил любознательность. Мою любознательность пробудил с его необычным страхом крабов. Его, что ли, да, атаковали эти крабы там. Или, возможно, его мучили тилванцы в шлемах из крабов. Или, возможно, он просто теряет рассудок с возрастом. Не знаю, Холмс. Но теоретизация разгоняет скуку. Не переживай за него слишком. Он выпнул торговцев, которых мы послали шпионить с Хулом. И постоянно это делает. Так. Это его любимый пирог скрибовый. Тебе он может тоже понравиться. Если ты любишь, когда твой рот онемевает, когда ты ешь. Да, краб. Скрибы, они же онемение накладывают. Паралич. Ты наверняка найдешь кучу
В булочной хула, в общем. Так, да, мне же еще яйца нужны. Так, у нас есть ферма крабов на юго-восток отсюда. В дельте реки. Ну, возможно, ты сможешь там на что-то обменять. Тебе нужно будет, по крайней мере, 3 штуки. Да, ну еще новый пранк. Хорошо, займемся. Карты Тилванских островов. О, ты смотри, интересненько, интересненько. Порт Тилванис. Плантация Садас, Телсадас. Но это далеко. От того, где я сейчас нахожусь. Я не уверен, что я скоро там буду. Моровинд. Ну тут то же самое. Балвир. На северо-западе, да? А вот здесь, собственно, ничего нет в этой книге. Хотя, по идее, должна подобным же образом, королева-волчица, изображаться прилегающая местность. Здесь вот которая. Так, юго-восток. Юго-восток у нас там. Ну, вообще мне надо идти вот сюда. И я, наверное, напрямик пойду. По дорогам я тут уже походил. Можно на этот раз двинуться по диким местностям. То есть как раз можно напрямик драпануть на юго-восток. Возможно, даже вброд. Ну как, вброд? Парой промокших штанов тут придется пожертвовать. Да ладно, краб, не нервничай. Мне кажется, или... Опять кто-то где-то кричит. Или это краб? Видите, да, снизу появляются субтитры. Слушай, а чё я не могу его? Наконец-то. Кстати, вот это вот грязи краб, а вот мне надо вот этих вот, ребят, яйца. Ну, самих их тюкать мне жалко. Они такие безвредные, не нападают, в отличие от всей остальной фауны агрессивной. Так это, кстати, остров, смотрите, полноценный. Там на нем тоже наверняка что-то. Атлетику прокачал. Что я, наверное, постараюсь найти эту ферму. Вот, может, это она и есть, кстати. Тут явно кто-то с кем-то как будто дрался. Вот это вот хорошее растение, каргбульб. Потому что его корни обладают эффектом восстановления здоровья. Тоже имеет смысл таскать с собой парочку. Вот, это водные лилии, да, такие. Ну... Вот. Ах ты, крыса же ты. Причем это уникальные, которые только в этой реке растут. Тирин.
тирские, в общем, водные линии. Возьмем для алхимии. Ну, это на самом деле не похоже на ферму совсем. Тут, конечно, есть вон крабы какие-то. Блин, там еще, смотрите, грот какой-то. Подводная пещера. Я давно в таких не бывал, но не знаю. Не хочется сильно отвлекаться от квестов своих. И так долго прохожу уже Morrowind. Если еще все пещеры обшаривать, то никогда не пройду. Я просто рыбак, говорит. Особо не о чем с ним говорить. О, вот это похоже на то, что мне нужно. Вот, вы вообще как думаете? Стоит ли мне вообще заглядывать в такие вот пещеры, там, крипты? Вот я сам не горю особо желанием, но если вам интересно, то можно периодически. What do you want, Outlander? Он живой, что ли, там? Вряд ли. Панцири. Интересное убранство, конечно. Он говорит, я пастушка. Варианта обменяться тут нет. Кстати, это легкая броня из их панцирей делается. Мне бы подошла, если не будь органианином. Ну, простите. Другого варианта мне просто не дали. Какая тут тропинка забавная. Да, тоже довольно интересная тут местность. Ландшафт, да? 3 каргбульба хватит, наверное, мне. Так, ну тут я был уже, тогда пойду сюда. Мало ли, может, на что-нибудь наткнемся. Интересное в процессе. Да, довольно крутые тут склоны. Так, ну все-таки, наверное, схожу я вот в эти подземные области, эту крипту, раз уж так меня и тянет к ней. Илви. Грибальница Илви. Усыпальница, то есть. Давно я ни с кем не воевал, к тому же. Так, у меня же щит, да, на двоечке. Нормально тут книжек. Это призрак читает их все. Сохранюсь сначала.
Так, и в какой камень ты идешь? Великий. Жаль. Ладно, буду знать, что ваши души лучше не ловить. В принципе. Шатерство Сивия. Путь пилигрима. Что-то про храм. Веки Мефала. Так, это, кстати, первый урок Вивека. Может быть, даже есть смысл зачитать. Это псалм, да, наверное? Сэмон это что-то типа псалм. Так, уйди, пожалуйста, отсюда, призрак. Тут как будто такие застолья организуются регулярно. Так, тут все обставлено. Крит прошел. Скелет-лучник идет в меньший камень душ. У него даже стрелы хорошие, смотри-ка. Еще мне тоже надо побольше тратить стрелы. Там у меня куча еще тяжелых имперских стрел. Какой-то здоровый скелет. Дай-ка не буду, может, на него нападать сразу. Варлорд. Варлорд, это что у нас? Нет. Так, плохо дело. Надо их массовым чем-нибудь. Я сейчас смогу убежать вообще. Блин! Это было странно, но ладно. Два еще. А, черт. Они выйдут за мной? Вряд ли. Да, и так с ними справлюсь. Этот что? Чемпион. Ну, они все на меня напали, так что... Нечего с ними. Детский скелет. Пожалуй, не буду эти подношения трогать. Жемчуга. Так-то в теории можно было бы
Мог взять жемчуг, будь это доэдрическое святилище. А там мне надо их собирать по квесту. Тут, по сути, ничего такого интересного-то и нет. Получается. Вообще ничего нет. При том, что мне тут надо было победить генерала скелетов, да? Нет, чуваки, раса. Редгарды, их история. Довольно обширная история у редгардов. Орочий шлем. Так, надо бы... Опа. Хотя я не заметил, что... Застрял, бедняга. Амулет им дарил. О, кстати, хорошая. Укрепить ловкость. Похоже, опять волчью свою сменю. Ловкость на 5. Постоянный эффект. Прекрасно же. Камень душ. Можно кого-нибудь словить в него теперь. Так, я откуда пришел? Отсюда, да? Не ожидал, что такая разветвленная будет усыпальница. Соли пустоты. Возьму хоть их. Маленький мешочек. Ну, возьму эти ингредиенты. Хоть что-то. Блин, ну ничего себе. Я уже заблудился. Ужас. Вот теперь я жалею, что я сюда пришел. Нет, это я лучше так оставлю, что глубины. Очуметь тут вас. Ах. Так, ладно, вы знаете, я на самом деле хочу теперь отсюда действительно свалить. Как-то мне совсем не интересно вот это все. Зачищать. Вот здесь еще можно. Охрана слабая. Костяной лук. Ну, неплохие характеристики. Мана кончилась.
Так, если я сейчас полезу сюда... Ну, вроде тоже нормально. Ну, мододелы, конечно, придумали. Щит, не очень интересно. Тут шкатулочка с замком. Да, жесть. Что это? Щит. Так, ну надеюсь, тут что-нибудь интересное будет хотя бы. О, драгоценные камни. Ну, хоть что-то. Вот, мышка тюкатя. Бедняга отъехал. Так, это похоже тупичок, да, такой? Да? Это реально тупичок? Там наверняка есть какой-то. Так, я пришел отсюда, получается? Или чего? Или куда? Или кого? Я пришел отсюда. Так. Все равно интересно это исследовать все. Вот здесь я, получается, не был. Скелетон чемпион. Надо бафнуться чем-нибудь перед битвой с ним. Вот только чем? Рыбой. Ну, давай рыбой бафнусь. Сопротивление нормальному оружию, пролечу. Можно попробовать этим амулетом. Макблад. На самом деле даже без этого эффекта справился бы. Это вампирский амулет. Берем. Огненный. Опа. Вот щит на 30 секунд. На 30-ку он может пригодиться. В теории. Так, робот теневой формы. Хамелеон, слабость к магии, урон от солнца. Сопротивление нормальному уроку. Кстати, довольно неплохо будет стакаться с амулетом. Сопротивление нормальному оружию. Такая чисто вампирская накидка. Давай возьму. Ну, тем более, что постоянный эффект. Так, ну и ладно, наверное. Пора уже валить отсюда. Хотя, с другой стороны, там не так уж много осталось, правда? Я смогу тут перепрыгнуть? По идее, должен суметь. О.
Не так уж много тут осталось. Чего исследовать? Может, с этим призраком удастся пообщаться? Не, вряд ли. Хотя... Подожди, нет, он какой-то был... Обычно вот простые призраки, каким он и был, они белые. А этот был как будто... Нет. Преувеличиваю. Так, окей, тут исследовано. Теперь сюда. Чемпион тоже должен пасть довольно быстро. Ух ты, смотри, как блокирует хорошо. Какое? Ага, тут я, похоже, был уже, да? Да, тут я был. Так, ну и остается... Вот то помещение, в котором я нашел кучу просто. Как теперь сюда? А, вот, наверное, это оно, да? Нет, это не оно. А тут я, по-моему, не был еще. В которой была куча нежити. Я хочу туда снова попасть. Это можно на продажу забрать. Так, и обычные стрелы выкину. Вот, ну вот. Как-то неловко получилось. Так. Теперь можно что-нибудь бафнуть, в принципе, себе. Вот щит тот же сделать. Как он там называется? Six Barrier. Отстаньте! Это смешно. Так, но... Опасно. Черт. Надо же, тут еще кто-то способен мне бросить вызов. Кучка каких-то бестолковых призраков. Непорядок. Так, ладно, что у нас еще есть? Можно воспользоваться еще вот этим поясом. 6-го барьера опять же, да? От этого смысла не будет.
Да, больно стукают, заразы. Несмотря на щит и все остальное. У меня, в принципе, есть вариант призвать Атронаха, да? У меня только Атронах призывается, больше никого я не могу призвать. Либо просто, чтобы он отвлек ненадолго хоть. Нет, Атронаха я лучше оставлю. Мало ли. Как бы еще тогда можно. Так, не буду мудрствовать. Там кто-то очень плотный прямо. Абьюзим. Ну, этот костяной. Вообще плотный. Надо сохраниться я хотя бы. Убил его свиту. Не все такие мощные, или это какой-то уникальный? Может, действительно призвать Атронаха? Интересно же, что там. Давай. Долго он проживет? Так, какие стрелы? Трава не подействует. Холод вряд ли. Они все какие-то холодные эти. С уроном холода. А вот, эбонитовые. Самые мощные. Смотри, какой быстрый. Жесть. Что делается? Это мог бы стать последний его удар по мне. Надо хиляться. Это, кстати, классный свиток. Восстановление здоровья 200. Лечение болезней. Наконец-то. Его, возможно, имело смысл поймать. Хм. 7 костяной муки с него аж выпало. Что-то подоэдрически написано тут. Хм. И что? Ну, забавно, конечно. Свечи выставлены, выложены монетки. Может, надо их всех собрать? Давайте попробуем. Блин, еще свечи можно собирать. Да не, глупости это. Это все глупости. Не хочу я тут. Где эта свеча? Ничего, ради я с ним тут дрался. Опять блуждаю. Похоже, надо наверх. Черт, да где же это место, где на меня... Где была куча этих... Сюда? Нет.
Противно как-то. Не видно ни черта. По-моему, я вот отсюда пришел. Да, я пришел отсюда. Наверное, сверху. Наверное, здесь. Да. Это определенно сейф. Это определенно пояс. Да, скрытность, конечно, работает забавно здесь. Надеюсь, это не великий там. Опять. Костяной лорд. Тихо, тихо. Зараза. Ну, огненные стрелы, это хорошо. Против нежити, по идее, они хорошо должны работать. Это что, маг, что ли? Скелет маг? Тихо, 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 тихо. Не надо ко мне подлетать. Кайфово. Чем колупать их в ближнем бою. Блин, жалко, что костяной лорд улетел. Он находился в максимальном отдалении от меня. А, у меня же еще куча самодельных зелий. О. Ну, великолепно. Тут у меня хотя бы место для маневра есть. Еще скелет. Вообще просто бои чуханов рестлинга. А вот этот... Черт. Слышь? Ты чё не застреваешь ты? Он не застревает, он должен застревать везде. Разве нет? Черт. Где там мой великий свиток? Как он называется? Purity of Body. Пора. На. О, застрял, застрял. А, тупой. А, нет, не тупой. Смог вылезти. А вот сейчас застрял, да? А, бестолочь. Стрелы аж кончились. Так, ну можно сейчас попроще стрелы использовать. Все. Готов. Ура. О, стрелы против магов неплохие. Да, боевые маги тут. Посох паралича. Неплохо.
Так, ну вот здесь, кстати, уже, возможно, даже что-нибудь интересное я найду, да? Святилище трибунала. Ну, пока смысла нет бафаться об него. Если что, эти стрелы выкину. А то ошибка уж тяжелая. О, кольцо вмешательства Альмсивия. Ну, вообще выглядит как полезная довольно штука. Хотя, в принципе, скоро я уже сам смогу кастовать без проблем. Я думаю. Мешок с нектаром велков. Почему так? Очень интересно. Посох благословленного пастуха велков. Ага. Забавно. Приказать существу 5-го уровня на 180 секунд и восстановить хп. Ну, какой-то великий велковский пастух тут, да? Опал. На всякий случай сохранюсь, вдруг тут велк зомби вылезет какой-нибудь сейчас. Да? Опал тоже возьму. Да ладно! Он с двуручником. Я сейчас умру. Сейчас умру. Вот ты пес. Так это 4-й или уже 5-й, возможно, даже камень. Мне нужно 5 их проклятый. Надо почаще их хватать тогда. Я помню, там была еще жемчужина, может, ее тоже стоит. О, смотри. Додрическая клеймора, 81 фунт. Пусть тут полежит. Возможно, когда-нибудь я вернусь за ней. Окей, у нас есть проклятый опал. Это хорошо. Вот уже перегруз почти. Надо продать это все, конечно, будет. Так, надо найти жемчужинку. А вот, смотрите, я тут пропустил перчатку за 13 тысяч. Правая рукавица с ее руки. Постоянный эффект укрепляет атаку на 5. Ее можно даже оставить. Вот я причем был тут уже, вот на этот лук смотрел. Перчатку пропустил. Вот, но я все еще в поисках жемчужинки. И я зашел в какую-то комнату, в которой еще не был ни разу. Тут какой-то лютый... Да блин! Призрак засел. Который я даже не хотел выпускать отсюда. Просто так напал на меня. Очень настойчиво. И что тут у нас? Черный лишайник, бочка маленькая. Клиенты возьму, конечно. А тут еще пару зелий сварил за кадром. Когда решал, чего избавиться от лишнего. Так, левитация. У меня и так полно. Ночной глаз, давай. Перышко. Смысла нет на 45 секунд прыжки. В этом тоже смысла нет. У меня есть магические предметы на это. Какой-то яд облачного рендера какого-то.
Давай, это все возьму. Это все возьму. Так. Тут что? Тоже интересно. Всякие редкие ингредиенты. Вот так вот. Уже почти перегруз. Так, но тем не менее, тут все. Ну вот, наконец-то. Ну, Дримора? Нет, почем зря. Ладно, друзья, лайки, подписки. Давайте закругляться уже на этом. Вот поэтому... Нет, конечно, я много тут нашел всяких и на продажу штук великих, и просто интересностей, но не знаю. Исследования подобных мест, они все-таки отвлекают от основных дел, так сказать, от квестов. Затягивают прохождение. Вот. Ну а вы пишите в комментах, что думаете по поводу. Стоит мне, не стоит. Вообще, я думаю, что только изредка, наверное, имеет смысл в них лазить. Да? Что ж, с вами был Сэр Холмс, Том Рейдер Билд. Пока-пока.